Окей, привет всем! Это College Russian, с вами Дженни. И со мной мой бывший студент. Он учился у меня, по-моему, 6 или 8 лет назад в одном университете в штате Юта. Он был хороший студент, он еще хороший студент. И сегодня он подготавливается к большому экзамену. Он хочет поступить в магистратуру по специальности по специальности русский язык. И он учится сейчас у меня, чтобы подготовиться, да? Окей, so, хорошо. Элайджа, как ты уже знаешь, теперь представь себя немножко, говори немножко о себе. Но в этот раз расскажи новые факты. Не те факты, о которых ты говорил в прошлый раз. Хорошо? Я забыл, что я говорил в прошлый раз. Окей, но придется вспомнить. Что еще? У меня 3 сына. Я не думаю, что я говорил об этом в прошлый раз. Также одна дочь. Я поженилась 7 лет назад. И сейчас я учитель. Я учусь религии. Мы поговорим об этом как раз потом. Хорошо. Мгм. И что еще? Мне 27 лет, и я думаю, что я высокий. Но Мгм. кто знает. И люди будут в шоке, что у тебя 4 детей и тебе 27 лет. Да, конечно, да. Почему? Потому что это много детей. Да. Ну, Особенно, когда мне 27 лет. Это Нет, не то, что ты бабник. Наверное, ты не знаешь это слово, но это не то, что ты бабник. Почему у тебя большая семья уже? что значит бабник? Бабник– это мужчина, который любит женщин. Ага! Да. Да просто Это наоборот на самом деле. мне было 20 лет, когда я поженился. То Мгм. есть уже 7 лет, наверное, будет много детей. Мгм. Может быть. Да, Ладно, да. да, хорошо. Вот у нас ход урока сегодня. Цели на сегодняшний урок– это разминка, разговорная разминка. Мы будем говорить немножко о дательном падеже по-английски, потому что мне кажется, что дательный падеж очень трудный падеж, потому что не очень хорошо переводится на английский. Потом предлоги, которые требуют дательного падежа. Конечно, будем практиковать все окончания. И потом наши любимые словосочетания. Словосочетания, like vowel or verb phrases, например. Да? Окей, разговорная разминка. Хорошо. Опиши свои таланты. К чему у тебя есть талант, к чему у тебя есть интерес, к чему у тебя есть способность. И самое главное здесь не скромничай. Что значит скромничать? Это значит to talk a little bit about it? It's like talk a lot Не about it? скромничать. Помнишь слово скромный? Думаю, это Скромный. немного, да? Нет, Или... скромный это humble. Oh, So, oh, если я говорю не скромничай, means like don't be humble now. You can go ahead and brag. Ты можешь говорить о своих талантах и хорошо. способностях. Так, окей, сначала я расскажу, да, потому что я хочу, чтобы ты заметил, какой падеж я здесь использую. Хорошо. Мгм. Как, ты уже знаешь, у меня большой интерес, и, по-моему, я не скромничаю, по-моему, у меня талант к языкам. Мгм. К Ну, конечно. языкам. Ну, не к всем языкам, потому что сейчас я учу португальский язык. У меня к нему нет никакого таланта, к сожалению. Ужасно говорю по-португальски. У меня есть способность к музыке, точно. Мгм. Я очень люблю музыку, я Ты играешь на разбираюсь пианино, да? на пианино, на гитаре. Не очень хорошо, но мой Мгм. самый главный талант– это пение. Я пою.
Ага. Да, то есть у меня были даже уроки, я ходила Знаю, на что я уроки я вокала. увидел видео на "Ютубе", Мгм. где ты пеешь, Поешь. Мгм. поешь. Да. Не пьешь. Я не пью на "Ютубе". А, да, по-моему, у меня есть талант к музыке и к языкам. У меня нет никакого таланта к спорту. Я ужасно играю в спорт. Окей, теперь твоя очередь. Хорошо. Расскажи немного о своих способностях, талантах. Я думаю, что мне таланты, спорта. К спорт Спорта. спорту, к спорту. Помнишь, что нельзя говорить "спорты"? Нет такого слова. Говорим "виды спорта". Не знал это. Да, there's no plural Почему? sports. Почему? Я не знаю. Просто Позвони менеджеру русского языка. хорошо. К спорту у меня таланты, и также Мгм. особенно интересный к спорту. Мне очень нравится смотреть спорт. Именно к какому спорту у тебя большой интерес? Но мне нравится играть все, но особенно, когда я был молодой, я играл в футбол, американский футбол. Я не Мгм. умею играть в футбол. Просто Об американский футбол. обычный футбол, Да, ага, так. обычный футбол. Европейский футбол, говоришь. Да-да. Уже бейсбол и, особенно баскетбол. Я еще играю в баскетбол утром, с друзьями. Мгм. И что еще? К А, музыке? нет, на самом деле. Интересно, я почему-то вот думала, что ты играешь на пианино. Нет? Нет, вообще М, нет. На самом деле, когда я был молодой, я хотел играть на пианино, но не получилось. Моя учитель, она спрашивала меня, ам, разбрать. Это правда, разбрать, to quit, right? да? Выб выбросить Выбросить, да. уроки. Она хотела так сильно, чтобы я Вы перестал ходить. рыбасил. То есть А ты поешь? нет, М, нет, да, у меня, волос как голос, голос как, собака. как у собаки. Так, Мгм. хорошо. А к чему у тебя большая любовь? Да, например, у меня, как ты уже знаешь и помнишь, у меня большая любовь к русской литературе. Мгм. Очень люблю русскую литературу. Большая любовь ко всем культурам мира, да, к всем народам даже мира. Мгм. Я чувствую большую любовь. Например, ты, к чему у тебя есть большая любовь? Ам, м, как правильно сказать? У меня любовь к или мне любовь к? У меня У любовь. меня. У Мгм. меня любовь к хорошо, у меня любовь к, ам, изучению русского языка. К изучению русского языка. Изучению. Правильный ответ. Молодец. Ам, на самом деле есть, учитель в Бригам Янге, в моем город oh my goodness, городе. И, Бригам Янг, кстати, дорогие зрители, это университет в штате Юта. Называется университет Бригама Янга. Да. но он сейчас учитель в этой программе, где ты получила, I don't Магистратуру. да. Мгм. Но, мы говорили об этом, и это не очень интересно мне, потому что, я просто хочу говорить лучше. Я не знаю, мне не нравится учить русскому языку, на русском языке. Учить кого русскому языку? Да, Учить вообще. кого-то? Что? Мы поговорим об этом. Keep that in mind, because by the end of this lesson, you'll know how to say that exact thing, because we're going to talk about learning and teaching. Хорошо. Окей? Иду. Хорошо. Так, то есть у тебя любовь к изучению русского языка или можешь сказать даже к русскому языку, да? Да-да. Мгм.
А как ты думаешь, у тебя любовь к русскому народу? Ну, конечно, да. Это Мгм. почему я хочу говорить лучше по-русски. Так. И также к, русской культуре также Мгм. Мгм. любовь, да. Что еще? Конечно, к, а, моей семье, Да, конечно. Мгм. конечно, да. Так, so I just wanted to point out your attention that there's a whole series of these kinds of words that in English we would say a love for something, a Yeah. talent for something, um, right? Respect for something, hate for something. And in Russian, every single one of those words, уважение, любовь, способность, талант, интерес, ненависть, зависть, they М, all get a k and дательный падеж. So that's да, one of the ways I hear people using, they're Englishizing Russian. И yeah. сводит меня с ума, drives me crazy. Так, хорошо. Следующий. So дательный is like the indirect object, right? So this is always really hard for English speakers because we don't realize when something is the indirect object. We have no markers. We have absolutely no markers of the indirect object in English. So в каких из этих предложений понадобится дательный падеж? In which of these sentences would you need dative case and why? I'm making, I mean, right? Because I don't know. you're doing something to the борщ. Okay, so listen, я готовлю борщ. Oh, I get it. So, okay, I get what you're saying. Okay, Yeah, so борщ is accusative. It's my direct object. I'm making the борщ. yeah. Okay, next sentence. What do you think? I'm making you, and then борщ would be a nominative case, Okay, right? so how would you translate that sentence? Я готовлю борщ для тебя. Okay, that was a cheap shot though. We need dative I know. case. It was. Я Тебе готовлю я готовлю тебе борщ. тебе борщ. What Yeah, would it mean if I said я готовлю тебя? means I'm making you. I'm cooking you, right? So we don't notice we're doing this in English, but in Yes. Russian, you need to be clear. And you're right, для тебя is a perfect synonym for dative. It's perfect synonym because dative means to you, for you. Okay. Yeah. What about in this sentence? I liked the borscht. I don't know. I In thought Russian. I thought I knew this, and then I saw the phrase "I like you," and I am super confused right now. Mm-hmm. And so I'm But how do you assuming say that you like something in Russian? like something or someone. Like you like something. I like music. Мне нравится борщ. Мне нравится борщ. Мне нравится борщ. Мне нравился борщ. Понравился. Мне Нравился. понравился борщ. And the reason you're getting dative is because you know what you're literally saying when you say that you like something? To me, was enjoyed. Yeah. To me, it was pleasing. It is pleasing to me. And so in English, when you have to me, not always, but usually when you have to me or for me as an indirect object, we're going to be using dative case. Okay. So the other big use of dative case that you would have learned in beginning Russian, you never had beginning Russian because you were a missionary, but that is talking about ages. So since you have 4 kids and a wife, you are going to practice talking about everybody's age. Okay, so I'm going to model it for you. Например, мне 39 лет. Мне 39 лет. Моему мужу 46 лет. Моему мужу 39 лет. Oh, shoot. This is the wrong. Yeah, there's some typos in there. Just ignore that. Okay. Моему старшему сыну Дмитрию скоро ему исполнится 13 лет. Моей старшей дочери 10 лет. Моему младшему сыну Нильсу 8 лет. И моей младшей дочери Наде годик. Сколько лет всем в твоей семье? Хорошо, моей жене 29 лет, думаю. Почти. Да, 29 лет. Мне, конечно, 27 лет, она старше меня.
нашему старшему сыну, его зовут Кру, ему почти 6 лет, в декабре будет 6. Мгм. В декабре будет 6. И что еще? Мой сын Шепард, ему Wait. будет... Oh, that's a cop out. Say It is, my My- my son. ему, моему сыну... Is there a way to say my like second oldest son? My Да, можно сказать, как следующему старшему сыну. следующему старшему сыну, ему 4 лет. 4 И года. 4 года, да. И мой следующему старшему сыну, его зовут Грит. Нет, Это это будет младший. Моему младшему сыну. О, да, Because he's the да. youngest of your sons so far, Младшему right? сыну, да. Его Мгм. зовут Грит. Это странное имя все-таки. Ему 3 года. Молодец. И И также дочери. моей дочери. Дочери. Remember, дочь has irregular declensions. Very Yeah. irregular. Yeah. И дочери. Моей маленькой дочери. Маленькой дочери. Мгм. 2 года. То есть сейчас у меня просто мой старшему сыну 5 лет. И мой второй Второму. второму Сыну. нет, второму мой второй дети, Моему второму сыну или ребенку. Моему второму ребенку. моему второму ребенку 2 года. Да. То есть 5, 4, 3 и 2. Окей. Хорошо. А тебе сколько лет? Ты уже 20. говорил. Так. Очень хорошо. 27. Okay, so I just want to point that out. Remember, you in Russian, just dative case, no having of ages. You don't say я 29. Yeah, it's super easy to cop out though. I like that. That's The years happen to you. That as you get older, it's true. Yeah. You didn't consent. They just keep coming. They just keep happening to you. Okay, хорошо. So I want to jog your memory because I know you knew all of this at one point because you got an A in my class, right? So let's see if you can translate these. All of these sentences need dative case. I'm just letting you know. Okay, so let's see if you can go from English into Russian on these. Мормонам нельзя пить алкоголь. Молодец. Все, мормонам. Кому нельзя, кому можно, кому запрещено, кому разрешено и так далее. Okay? Моим детям не нравится... I don't know the word for clowns. Клоуны. Clowny. That's just fitting. Clowny. Да, это точно? Моим детям не нравится clowning. But this is my question. Does нравится need to be declined into the ani? So, Молодец, you remembered. Очень хорошо. So it would look like this. so It would look like, and you can see me writing down here in the note. Не нравится. Моим детям не... And we can't hear this in spoken language. Yeah. We can't hear the difference between them. Нравится. Нравится Нравится. клоуны. Clowny. Клоуны. Which is just nominative. Да, because that's the subject of the sentence. That's the thing doing the pleasing. Yep. Right? Okay. The husband in a relationship, in Russia especially, needs to give his wife flowers for the 8th of March. Такая традиция есть. Как сказать по-русски? Хорошо. Мужу надо дать цветы жене на 8 марта. What did you say for the wife again? I want to hear it one more time. Жене. Жене. Цветы. Good job. На 8 марта. Очень хорошо. На 8 марта. I changed your word for надо дать just to дарить. It sounds better because it's like gift, to gift the flowers.
Remember, when you give something to somebody, the thing you give gets accusative, the person you give it to gets dative. And that's the same for dать, давать, дарить, подарить, and also telling or making things for people. Telling somebody something, making things for people. Okay, следующий, номер 4. Это правильно. Мне всегда холодно. Моей жене всегда холодно. Моей жене всегда холодно. What are some of those other short form kind of adjectives for feelings that you might feel where you need dative case? Мне холодно. Жарко, конечно. Мне жарко. Um, Что значит мне плохо? If somebody says мне плохо, what do they? means that they don't feel good right now. Yeah, and they might even like throw up. Yeah. How about this one? Мне душно. Мне душно. Ух. Когда мне душно, я схожу с ума. Я не могу. What does that mean? Like, it's like suffocating. You know what I mean? Like you're like, Oh, like that makes sense. you know, например, на троллейбусе, на автобусе в России. Вот так, мне душно, не могу. Нет, не могу. Okay, everyone likes you. So who is doing the pleasing to people right now? So who's going to be the subject of this sentence? Wait, I'm sorry. What was your question? Who's the subject of the sentence? Who is doing the pleasing? Who is doing the pleasing is the you. You are The doing you. So we're going to have to conjugate нравится for the you. into the нравишься. Нравишься, молодец. Я Now, очень we горжусь still- тобой. Is Молодец. everyone now accusative? As in, No, because you are pleasing to everyone. The oh, person sorry, that I meant likes it, nominative. Is No. this nominative? So this is всем then. всем, молодец. Okay, so it's still in dative. So The confusing. person that likes it is the thing that gets dative. I know, but the thing it's that is so- liked gets nominative. Нравишься всем. It's so, that's just hard. You Да. know what I mean? Да, очень хорошо. Ты нравишься всем. Например, кому наш президент не нравится всем американцам. Да, он не нравится всем американцам, потому что это наша система, демократическая система. Окей, следующий. Prepositions that use dative. Here we go. When we get to genitive, this is going to be fun. There's going to be lots. gonna be But long. this one's going to be a little anticlimactic. Ready? Po. Mm-hmm. And? Pod. Pod? Нет. That is I see why you think that, and I'm proud of you because there is an element of pod that gets attached to dative case. Не знаю еще. Это все. Oh, that's По fine. и ко. Да, очень хорошо. Okay, so let's practice doing some of these. Let's try going from English into Russian because по can be really hard to translate, as I'm sure you know. It's like super multi-purpose. So let's try translating going from Russian into English on some of these. Okay. Okay, хорошо. So, по расписанию. The children need to do everything I tell them to? No, все по расписанию. Что такое расписание? A list. Schedule. Oh, по расписанию. Okay, so the children need to do everything according to the schedule. Молодец, according to. Очень хорошо, молодец. Окей, номер 2. Мы целый день ходили по магазинам. Almost every single one of these по are going to get a different translation in English. Yeah, so we walked all day in the store. Not in the store because that would be в магазине. Like around the store. Just one store? Stores. Like we went shopping, maybe. Yeah. Oh my gosh, we ran errands. We would probably say that in English, right? We ran errands. Like we went to all different stores. We were like going to all the different stores. You went to the mall. Yeah. So yeah, shopping, running errands, all along the stores, right? Номер 3. Read it for me and then translate it. По данным исследования meldad.ru групп 81% обращенных используют интернет ежедневно
и многократно в течение дня. So, according to the study on mail.ru group, 81% of опрошенных, what is опрошенных? The surveyed people who were surveyed. Oh, people who are surveyed use the internet every day. I don't know how to translate многократно in this context. Is it like for the better part of the day? Yeah, maybe, but like in lots of different ways. Because многократно is like there and back kind of thing. Yeah, so they use I don't know how to translate that word actually. In a lot of different ways. Over the course в течение дня. Yeah. Over the course of the day. So good. According to the findings of this study. Yes, let me ask you about that, because there's ways to say like по данным исследований, but there's also ways to say like according to the data, according to the facts. Yeah, that could all be this. По данным. And that's it. They just use that one word. Interchangeably in Russian. Like maybe it's facts, maybe it's it could be the statistics, it could be the facts, it could be the findings, right? Okay, номер 4. Судя по ее лицу, она чувствовала себя очень неловко, когда он делал ей предложение. So, according to the look on her face, she felt awkward when he gave her предложение. What does that mean? If a guy делает предложение девушке? He asked her out on a date. No, to propose. That's awkward. And notice we've got some more dative happening right here. He did to her a proposal. He did to her a proposal. So that's awkward. That's unfortunate for that guy. Yes. Okay, let's do some more Russian to English. And I'm just wanting you to notice. Right, so it's according to her face. So it's judging by her face. Yeah, judging by her face. Yeah. So I would translate that as judging by her face. She felt super awkward when he was proposing to her. Yes. Yep. Okay. Очень хорошо. Now we're gonna do some with k, and this is where you're gonna see why you got pod in your head. Okay. Yes. So. Вчера мы ходили к врачу. So yesterday we went to the doctor. Yeah, so big thing here. When you're going to a person, you use dative case. Whereas when you're going to a place, you use what? Мы едем в Москву. Oh yeah, you use prepositional. No, accusative. Yeah. Yep, мы едем в Москву. But when you go to a person, you use dative case. К врачу. Number 2, this one doesn't even have like a going. It's just implied. Мы собираемся к бабушке и дедушке. Интересно, как переводится на английский? Очень интересно. Like we're meeting at grandma and grandpa's house? We're gathering our stuff, we're getting ready to go to grandma and grandpa. We don't even have a go, we don't even have a to see, but we're getting ready to go visit grandma and grandpa, right? So you don't even need the visit because it's implied. If you use к plus a person, it's implied. You're going to visit them. You're going to see them. Okay, номер 3. Он подошел к окну и заплакал. Заплакал. Okay. So how would you translate this one? He fell out of the window? No. Плакать. Oh, he cried. Он стал плакать. So what is this? How would you approach? Sorry, I just gave it away. How would you translate this sentence? Он подошел. Oh, he approached the window and cried. He walked up to the window. And this is why you got in your head that pod needs dative case. Yeah. Right? Because pod, when you see the prefix pod on a verb, almost always it's going to get paired with dative case. Is it because it means you're approaching something? Is that why? Yeah, you're going towards it. You're going into the direction, right? And pod often means like fitting, it fits into place. It meets up with that thing. So вот это тебе подходит. Это платье тебе очень подходит. Like, wow, that dress looks really good on you. It fits on you. Okay? Следующий, номер 4. Грузия. Грузия хочет присоединиться к ЕС. Okay, so if ЕС stands for Европейский Союз, how would you put that into dative case? Европейским Союзе. К Европейскому Союзу. Молодец, к Европейскому Союзу. Очень хорошо. Same concept with the приставка, with the prefix при. It very, very often gets paired with dative case. So под and при, they love dative case. Следующий. What does that translate to? Грузия хочет присоединиться. To become part of, to join
to join the EU. There it is, to join. Okay. Georgia wants to join the EU. Okay, got it. 5. Всем учителям рекомендуется вернуть проверочную работу своим ученикам к концу недели. Интересно. So every teacher, All the teachers recommend turning in. Nope. Why? Because if the teachers were doing the recommending, they wouldn't be in dative case. Oh. So they're recommending to the students. The teachers, it is recommended to the teachers. Oh, okay. Yep. So see how we say to the teachers, that's why we need dative case. Teachers are recommended to return like their quizzes and tests. Okay, the quiz and tests by the end of the week. Yep. So they're recommended to return it to their pupils, to their students, by the end of the week. Good. So you can use к, meaning by a certain deadline, right? Yeah. Номер 6. Я надеюсь, что к тому времени, когда я прилечу в Москву, погода будет лучше. I hope that by the time I return to Moscow, fly in Moscow. Прилечу. I hope that by the time I return, I fly into Moscow, the weather is better. The weather will be better. Молодец. That's all I care about. К тому времени. By the time I blah, blah, blah. Okay, хорошо. So now I want you to try going from English into Russian. Хорошо. I will give you my test by the end of the day. Я даю тебе... I don't know the word for test. Test. So, я дам тебе. Я дам тебе тест в концу... Nope, we just saw it. Dative case. К концу. К концу. Дня, молодец. Я дам тебе мой тест к концу дня. Хорошо. Yes. Okay, don't translate this one literally, because in Russian you would say we've started going to a therapist. How do you say therapist? Therapist? Therapist. Yes. Okay. With a t at the end, huh? Yep. Therapist. It's got a v. Терапевт. Мы только что начали... By foot. Round trips. Ходить. Мы стали. Мы только что ходим к тераписту. Стали ходить. К тераписту. Мы стали ходить к тераписту. К терапевту. К терапевту. Терапевту. There's no S. There's no S in Russian. Sorry, I should have just done a different word completely. In fact, I'm going to write all these down here so everybody can see the answers. Okay, мы начали ходить к терапевту. Так. Терапевту. Терапевту. Yeah, мой тест к концу дня. Вот, следующий. Мы начали ходить к терапевту. Вот так. Мы начали ходить к терапевту. Следующий. 3. I'm getting ready for a test. Yeah. I'm going to say that's wrong. I mean, yeah. So it's я подготавливаюсь. And see, we have that prefix pod. What does it love? It has a partner. It has a partner preposition. Pod and I don't know. They're buddies. And pod and k. Pod and k. They love each other. They work together. So anytime you see a pod, there's going to be a k, so it's going to be к тесту. Я подготавливаюсь к тесту. Очень хорошо. 4. We really go see my aunts and uncles. Мы редко ходим. Ходим или ездим? Мы редко ходим или ездим к нашим тетям и... Я... I don't know the word. Oh, дядя. Oh my goodness. Дядя Дёнер. How did I forget? Так. Мы редко ездим к нашим тетям и дядям. Номер 5. We meet on Mondays and Thursdays. We didn't explicitly talk about this one, but remember, if on certain days of the week, you can use a по.
Мы встречаемся к понедельникам No, и по. по понедельникам, да, и по четвергам. Четвергам. Пятницам и четвергам. Следующий. Oh. This is going to come on handy on your oral exam, I would imagine, talking about what you majored in college. В университете мне по специальностью Let's use the word for I studied. Я учился я учился по по, на самом деле, английскому языку. Серьезно? По Да. специальности английский язык? Да. Молодец. То есть я учился по специальности английский язык. Молодец. Можно сказать, и в университете я учился по английскому языку. Это Не очень. Не очень. And if you said учился английскому языку, that would imply that you learned how to speak English. Okay. Yeah, so it's Right? better to say So you want to say по специальности. That's how, and in English we have a whole verb for that, to major in something. Yeah. Okay. We walked along the streets of Moscow. Мы ходили по улицу Москвы. But улицу doesn't sound like a dative case to me. Feminines do what in dative case? Улицы. По улице. По улице. Молодец. Мы ходили по улице. We want the streets. We want plural though. Hurry and put that into plural for me. По улицам Москвы. Очень хорошо. Okay, следующий. So let's do a little bit of talking right now. So, скучать по. Например, когда ты жил в России, по кому или чему ты скучал? Например, я очень скучала по мексиканской еде. Я сейчас скучаю по мексиканской еде. Здесь в Мэриленде нет хорошей мексиканской еды. Видите, хорошо. Да, я знаю. Я скучаю по... Скучал. Когда я жил в России. Когда я жил в России, я скучал по пицце. По пицце. По хорошей пицце. Так, хорошо. Да, потому что в это время, наверное, не было хорошей пиццы. Нет, конечно, да, не было. Но сейчас очень хорошие рестораны, но, наверное, в это время не было. Так, следующее. Относиться к. Как сказать это по-английски? Относиться к. Remember, we were using this one on your on our speaking day last week when you were talking about some guy that came up and started treating you guys really like nagle. Remember? Yeah, is it like approach, like относиться? No, относиться to treat somebody or to have right. To feel about something. Yeah, like their attitude towards something. Remember, what was that phrase when we were like, чужой дядя стал относиться к нам нагло? You remember that word naglо? Yeah. Yeah. So we were talking about that. So it can mean either to treat somebody a certain way, or it can mean to like feel your opinion about something. So, например, как американцы относятся к политике и к своим политикам? To politics and politicians. Не очень. Равнодушно, можно сказать. Нам все равно, да? Здесь я живу в Вашингтоне. Есть люди, которые очень как страстно, они очень заботятся о политике, им очень важно. И есть люди, как я, мне не интересна политика. Ну, да. Я думаю, правильно, потому что я живу в Юте, это не так особенно здесь. Наверное, потому что, республиканский. Республиканцы. Республиканская партия. Партия. Всегда выбирает. Но это не так очень сильно здесь. Да, это большинство в Юте. Да. Да, то есть если ты демократ, твой голос вообще не важен никому. Да. Окей. Следующий. Привыкнуть. Ты помнишь этот глагол? Очень хороший глагол. Привыкнуть. Привыкнуть.
Почему в России тебе было трудно привыкнуть? Не знаю. To get used to something. Oh, To get used to something. нет. Например, я вообще, мне было очень трудно привыкнуть к полному отсутствию, как сказать, обслужения клиентов, like customer service. Я не могла привыкнуть к тому, как люди нагло относятся друг к другу в магазинах и так далее. Так, а ты жил в Сибири. Что тебе было трудно? К чему было трудно тебе привыкнуть? Правильно сказать, я привыкнул. Я привык. Я привык. Like you got used to it once and for all. Versus if it took you a long time to get used to it, then you would say, я долго привыкал, or я привыкал, which would mean like I tried to get used to. Но я долго привыкал к холодной воде. В квартире? Да. То есть ты принимал холодный душ? Да. Ой, какой ужас, почему? Не знаю почему, просто есть несколько месяцев, когда было холодно. Холодно. Летом было? Потому что так бывает летом. Да, летом было. Летом только, В да. марте, в апреле и также в мае, думаю. Да, но ты знаешь, русский думает, что когда ты принимаешь холодный душ, на самом деле помогает тебе привыкнуть к холодному климату. Ага. Да, то есть у меня даже были друзья, которые даже зимой принимали холодный душ. Представляешь? Да, это здоровье, что ли. Да, очень подкрепляет здоровье и Да. иммунитет даже. Стремиться к. Знаешь это слово? Стремиться. Нет. Okay, to like strive for something, to aspire to something. Стремиться. Да, например, к чему ты стремишься в своей жизни? Я стремлюсь Молодец, очень хорошо. к, можно сказать, в русском языке лучше говорить. Неправильно так сказать. Может, к улучшению Вот, к улучшению. моего русского. Так, очень хорошо. Еще, what if you strive for happiness and peace in your life? Tranquility. К счастью. К счастью. К счастью и также к миру. К миру. Все, очень хорошо. Так, очень хорошо. Okay, so now, off the top of your head, let's try and think of all of the verbs that you can remember that need dative case. Так. Дарить. Молодец. Готовить. Подготовить. Готовиться к. Да. Because if you're cooking something, right, it's going to get accusative. Готовиться. You can say готовиться к, but it's got to be paired with к. Желать. Молодец, очень хорошо. Желать кому чего. How would you say, I wish you a happy life? Я желаю... Nope, you, I wish to you. Мне... Yep, я желаю. Я желаю, да? Я желаю. Yeah, I wish to you. Я желаю тебе. And then чего would be like accusative. So, Nope, чего is genitive. Oh, that's right, genitive. So it'd be like счастливой жизни. Счастливой жизни. Счастливой жизни. Очень хорошо, молодец. Еще. Учить. Yes, we'll get to that in just a second. What else? Скучать, мы уже говорили об этом. Yep. What about to call? Позвонить. Звонить кому? Тебе, да. Звонит кому? What else?
Не знаю. Так, okay, I'll try and jog your memory a little bit more in just a second, hopefully by the end of this. Следующий. Okay, so big one is verbs that entail bothering or helping somebody, Я right? меш- You remember a lot of these? Мешать. Кому? Я вам мешаю? Извините, я вам мешаю, right? Am Yeah. I bothering you? Yeah. Вредит. How would you say smoking harms your health? Курение. Курение вредят. Вредит. Вредит. And then your health would be in dative. So it'd be Dative. здоровье Вашему. вашему здоровью. Молодец, очень хорошо. Курение вредит вашему здоровью. Надоедать. Do you remember this word? This is a great word. Мне надоело. Мне надоело говорить об этом. Надоедать. Нет. Means to annoy. Like, I'm so over it. Like, so if you say вообще, мне надоела политика сейчас. Like, ugh, I'm so sick of politics. Super funny. Надоедать. Мне надоело. Всем. Сейчас всем американцам надоела политика. Препятствовать, that's very fancy. That means to hinder something. Again, see how it's like bothering something, making a problem. Помогать, that was one of the ones you forgot. Помогать. Yeah, forgot. Помогать, to help. Способствовать. How do you translate that? To enable, to assist. Oh, interesting. Yeah, так. Oh, this is a very missionary word. Служить. Конечно. Да, служить русскому. Я получил призвание служить русскому народу в Сибири, например. Позволять. Do you remember that one? Позволять. Например, мы не позволяем нашим детям есть сахар. Oh, like we don't allow them to? Молодец, очень хорошо. Okay, the thing we've all been waiting for. Учить, learning and teaching. Учить кого чему. Учить кого чему. Okay, so you and I are both teachers, so you're going to talk about who you teach what. Например, I actually, in college, it's better to use преподавать, and you преподавать что, кому. So I'm going to tell you all of these. Например, когда я жила в России, я учила русских детей английскому. Okay. Интересно. А ты? Что ты учишь? Сейчас я учу молодых студентов религию. Школьников, по-моему, да? Школьников или студентов в университете? Школьников. Школьников. То есть я учу школьников религии. No, религия. Религии. Dative case. Oh, yeah. Религия. Good. So try it one more time. I teach school children religion. Я учу школьников. Я учу школьников религии. Религии. Молодец. Ага. А я преподаю русский язык, лингвистику американским студентам в университете. Так. Good. So since, I mean, you could still say you, try and do that. You try and say that you teach. Now this time you're going to say you teach, accusative case, the thing that you teach, to dative case. Okay? Я учу религию, is that what you mean? Like, Я преподаю. Преподаю религию. Молодец. Школьникам. Школьникам. Молодец. Очень хорошо. Okay, then this is another one. How did you learn Russian? Как ты учился русскому? So you can учиться чему. But this is really, it's like you have the skill. It's a skill that you have. It's not necessarily like a subject. It's more like you really have the skill at the end of it. So, как ты учился русскому? Я теперь не учился русскому. Ты сейчас учишься русскому? Да, я учусь русскому. Молодец. С тобой. Очень хорошо. Okay, lastly, changing and cheating. This is another one that's very fun because it can go in different ways. So what does this sentence mean? Он изменил жене. Changed his wife?
Close. That's the second sentence. Он изменил жену, mean he changed her. She used to be whatever, and now she's this. But if you say я изменил plus dative case, it means he cheated on his wife. Oh, no way. Yeah, he cheated on his wife. Жене means he cheated. Он изменил жене. He cheated on his wife versus он изменил жену means he changed his wife. Oh, wow. Okay. Yeah, isn't that crazy? If you use the wrong case, it can mean something totally different. So people who think, oh, I'm just going to talk without the cases. All right, good luck with that. How about this one? He changed for the better. Do you remember this phrase? This is a very missionary phrase. Изменил на лучше. Изменился к лучшему. К лучшему. And then he stopped cheating on his wife. Он изменился к лучшему и перестал изменять жене. Жене. Да. Okay, очень хорошо. Lastly, I'm just going to make you try some other ones real fast. Завидовать. To meaning to envy. Я завидую кому чему. Я завидую моему брату. Молодец, очень хорошо. Я завидую моему брату. Еще, кому ты завидуешь? Я завидую тебе, потому что ты хорошо говоришь по-русски. Спасибо. Это большой комплимент, но не надо мне завидовать. Я завидую моей учителе или моей учительнице. Учительница, да. Очень хорошо. Я завидую людям, которые много путешествуют. Да, вот. Окей, принадлежать. To belong to. So how would you phrase this? To which country do the Kurilskие острова belong? Would you say like каким странам? That would be which countries. What do we do with feminines in dative? We go yeah. Ой and ye. Ой is the adjective and ye is the noun. So try it. Какой стране? Молодец. Принадлежат Kurilskие what's island again? Острова. Острова. Остров is like an island, and then острова is like island. Острова. Потому что некоторые люди думают, что они принадлежат России, и некоторые люди думают, что они принадлежат Японии. Это спорный вопрос. Последнее, you're going to translate this one into English, see if you can figure it out. Соболезновать. You should be able to see inside this word something familiar. Болезнь, боль, да? Yeah. So translate this sentence for me. And then we've got one last slide. Соболезнуют пострадавшим от рук террористов. So is it like so bol or bolieus is like bad, right? Like bol is like a pain. Like a pain. And then we have this prefix so, meaning with pain. Like what would that mean? People who have suffered from the hands of terrorists. Yeah, so like this is something you might do after somebody dies. Oh, it means like you like show like remorse for like not remorse, like condolence, right? Condolence, yes. I don't know how to say this. Well, they're mourning. They're mourning with. Yeah, they're like the whole world mourned or showed compassion on those that suffered from the terrorists. Yeah, and by the way, this is a great phrase using Dative Case as well. По всему миру. That's a great phrase. And then lastly, my favorite thing is making you guess what idioms and expressions mean. Nice. Okay, what does it mean if something is мне по душе? Well, you already said it earlier. It's like I can't handle it, right? No. Like you can't breathe? No, душно. That's душно. Мне душно. But it comes from the same root. What's your душа? Моя душа. Like your spirit? Your spirit. So if you say something is по душе, мне по душе. So like I feel this inside, like it's like my
Kind of, but you can say something like, and you probably felt this in Russia, a lot of people who go to Russia feel this, Россия была мне по душе. Like you felt a bond with it, right? Like you felt like it's your thing, you know what I mean? Like you felt endeared to it. Or you can say, например, мы говорили по душе. We had a heart-to-heart talk. Okay, I get it, yeah. Yeah, okay. How about this phrase? Сыт по горлу. This is a good one. No What's idea. your горло? What's this горло? Your throat? Your throat. So like sing Сыт. in your throat? Сыт. What is seat? Slit means like filled up, satisfied. Oh, like you're literally filled to your throat? Uh-huh. What's an English version of it? So like I'm Я не могу, я сыт по горлу. Right? Like Is it good or bad? no, Like, it's a bad thing. If somebody's сыт по горлу, I'm fed they're up. fed up. Молодец, очень хорошо. Okay, if something is going как по маслу, what's масло? Do you remember? Is that butter? Yeah. What does that mean? Everything's Всё going идёт по butter. маслу. Is that a good thing or a bad thing? What do you think? I'm assuming it's a good thing, like it's smooth like butter, right? Да, молодец, очень хорошо. Everything's going smoothly. Everything's going smoothly. Okay, then this is a famous like поговорка that they say to girls all the time. Встречают по одежде, провожают по уму. What does this mean? I know встречают is like To date. so date according to their appearance? Одежда. Yeah, like clothing. Their clothes, good. Провожают I'm по assuming, уму. so like get married to their minds or something like that? Kind of. Okay, so this is what they tell girls why Russian girls always look really good all the time, because they say guys will date you because of the way you look, because of your clothing. They stay with you because of your intellect. Oh, okay. I get it. Да, очень хорошо. Okay, that's all. I'd love to see you do the homework in that handout that I gave you, like the old workbook that I created. Yeah, so just to reiterate everything that's been here, and I'll share these slides with you. And это все на сегодняшнее видео. Я надеюсь, что вам понравился Илай. Он очень хороший студент. Спасибо. Оставьте комментарий. Пожалуйста, одобряйте его. Он очень старается. Как вы видите, он очень любит русский язык. Очень. Да, очень хорошо. Окей, хорошо. Увидимся тогда в следующий раз.